Ребята, помните, я показывал станок по производству брикетов? Вот он, этот станок. И помните пацана, которому было 14 лет, и который вы мне писали, вот ты заставляешь ребенка работать. Вот этот парень, ему сейчас 20 лет, 21 год, у него уже есть дочка, он женатый, мы его женили. И он вот работает в цеху, он до сих пор работает, но он уже не может, он уже владелец этого цеха. Многие мне писали, вот ты заставляешь ребенка работать. Ребята, я не заставляю детей работать, я заставляю детей быть лучшими лидерами. Сейчас я вам хочу показать этот же станок по производству брикетов, который я его сам изобрел, сам его сделал. Вот, пожалуйста, он же сам сейчас покажет, как этот станок работает. Вот готовый брикет. Брикет или брикет, как его там называют, ну короче, вы поняли, да? Этот брикет сделан из нашего узбекского ангренского угля, золы или углы, как это назвать, ну короче, вы меня поняли, да? 900 грамм горит, вот этот брикет горит у нас примерно около 3-4 часа. То есть я вот засунул в печку, она все, до 4 часов она будет мне давать тепло. Другие угольные пыли, я не знаю, сколько, где-то кто-то говорит, она 4 часа, говорит, кто-то 2 часа говорит. Все зависит от угольной пыли, насколько она вязкая, насколько она больше КПД. У нашего ангренского КПД чуть меньше, чем казахский. Вот, например, казахский уголь, он более еще КПДшный. Этот станок Мадейн Ойбек Косимов. Вы на канале Бизнес по-узбекски, но у меня раньше был канал Ойбек Косимов. Сейчас он тоже есть, только на узбекском языке. Сейчас в данный момент я на том канале тоже начинаю писать субтитры, чтобы другие языки тоже понимали. И вот этот станок. Хорошо. Из чего этот станок стоит? Вообще, как он работает? Давайте я вам сейчас сам объясню его красивенько. Друзья, станок 100% сделан из железа. Никакой пластика, вообще ничего не используется. Работоспособность. 3 человека, спокойно 2 человека могут производить до 1000 брикетов в день. 1000 штук. Вначале они будут 200-300, но как по неделе поработать, через неделю они уже будут профессионалами. Естественно, они как профессионалы уже будут производить 1000 брикетов в сутки. Ну, в день, с утра, там, с 9 утра до 6 вечера. Бункер где-то примерно на 10 брикетов. 10 брикетов. Это уже лента, которая постепенно угольную пыль приносит сюда. Сюда угольная пыль падает. И, естественно, с помощью этого рычага он давит. Давит, мне просили измерять, сколько оно давит, там, сколько тонн давит. Друзья, у меня нет как такого оборудования, чтобы измерить, сколько оно давит. Ну, минимум, наверное, 2-3 тонны давит. Рычаг где-то 1,5 метра 800, и за счет этого он давит. Пожалуйста, мы эти станки сейчас производим и продаем по Узбекистану. В данный момент пока что нет возможности продавать за границей, но Таджикистан есть возможность продавать. Киргизстан продают, Казахстан. Пока я не знаю, там какая ситуация, вы сами знаете. Но кому интересно, если вы пользуетесь Узбекистана, пожалуйста, звоните, номер в описании написано. Пожалуйста, вы можете обращаться, мы можем отправить вам станок по Узбекистану. Спасибо.